Глубоко в непроходимых дебрях африканского тропического леса, там, где время, кажется, течет по своим собственным первобытным законам, начинается новый день. Под величественные протяжные звуки утренней природы лес медленно пробуждается. Густой молочно-белый туман все еще цепляется за влажный подлесок, окутывая узловатые корни исполинских деревьев, чьи кроны теряются высоко в небе. Солнечный свет здесь — редкий гость. Он пробивается сквозь плотный многоярусный навес листвы лишь тонкими, дрожащими золотистыми лучами, которые выхватывают из полумрака танцующие пылинки и блестящие капли росы на широких листьях папоротников. Именно здесь, в этом зеленом пульсирующем жизнью лабиринте, маленький детеныш гориллы начинает свое самостоятельное исследование огромного мира. Ему всего несколько месяцев от роду, и джунгли кажутся ему спокойными, умиротворяющими, почти по-матерински заботливыми и защищающими. Воздух наполнен густым ароматом влажной земли, гниющих листьев и сладковатым запахом переспелых фруктов. Юная горилла играет на небольшой, залитой слабым светом поляне. Каждый его шаг — это неуверенная, комичная попытка совладать со своим собственным телом. Он забавно переваливается на коротких кривых лапках, опираясь на костяшки пальцев, и с безграничным любопытством изучает все, что попадается ему на пути. Вот он неуклюже гоняется за крупным, переливающимся изумрудным светом жуком, который лениво ползет по поваленному стволу дерева. Вот он с усилием тянет за прочную лиану, свисающую с ветви, и отпрыгивает в сторону, когда с нее на его пушистую макушку падает холодная капля воды. Он внимательно, с забавной серьезностью на крошечной мордочке, изучает упавший плод дикого инжира, обнюхивая его и пытаясь прокусить еще не окрепшими зубами. Каждое его движение неуклюже, но наполнено чистым, незамутненным восторгом первооткрывателя. В его маленьких, выразительных, глубоких карих глазах нет ни малейшего намека на страх. Он не знает о хищниках, не знает о боли. Для него этот лес — огромная, безопасная игровая площадка, созданная специально для него. Чего малыш не знает, так это того, что его семья, большая и шумная стая, ушла немного дальше в заросли в поисках свежей пищи. Сочные побеги бамбука и дикий сельдерей, их излюбленные лакомства, растут на другом конце оврага. Его невероятно сильный отец, огромный доминантный самец сильвербэк с характерной серебристой шерстью на могучей спине, и его внимательная, всегда бдительная мать временно скрылись из виду. Они оставили его лишь на несколько минут, уверенные в безопасности своей территории. Однако великий лес никогда не бывает по-настоящему пуст. За его кажущейся пустотой всегда скрываются чьи-то внимательные глаза. Там, где тени становятся гуще, скрытая под непроницаемым покровом густой растительности, притаилась одинокая пятнистая гиена. Обычно эти грозные хищники обитают в саваннах и охотятся стаями, но жестокая засуха или изгнание из клана заставили эту самку зайти глубоко в непривычные, чуждые ей джунгли. Она измождена. Ее бока впали, шерсть свалялась, а в желтых, немигающих глазах горит холодный огонь отчаянного голода. Привлеченный запахом легкой добычи и предоставленной возможностью, хищник бесшумно изучает изолированного младенца. Гиена припадает к земле, сливаясь с гниющими листьями. Ее мышцы напряжены до предела, превратившись в туго сжатую пружину. Она рассчитывает дистанцию, ловит направление ветра, чтобы ее едкий запах не достиг чуткого носа детеныша. Мирная, сонная атмосфера утра начинает неуловимо меняться. Природа чувствует приближение смерти. Болтливые птицы в кронах деревьев внезапно замолкают, обрывая свои трели на полуслове. Ветер, до этого мягко шевеливший листья, полностью стихает. Воздух становится тяжелым, наэлектризованным. Лес затаил дыхание. Что-то страшное, неотвратимое вот-вот разрушит хрупкое спокойствие этого утра. Нападение происходит за считанные секунды, но для маленькой гориллы время словно замирает.
Пятнистая гиена вырывается из плотной листвы с взрывной сокрушительной силой. Это уже не крадущаяся тень, а выпущенный снаряд из мышц, когтей и зубов. Она бросается через поляну с такой невероятной скоростью, что детеныш гориллы даже не успевает осознать происходящее, не то что отреагировать. Хаос вспыхивает мгновенно. Тишина разрывается на куски. Сухие листья разлетаются в стороны фонтаном, в воздух поднимается облако рыжей пыли. Тяжелые лапы хищника с глухим стуком бьют по земле. Младенец издает пронзительный, полный ужаса визг, когда мощные челюсти хищника, способные дробить самые толстые кости, смыкаются, к счастью, не на шее, а захватывают его за плечо и густую шерсть. Малыш отчаянно бьется, сучит маленькими ручками и ножками, пытаясь вырваться из стального капкана. Но его силы ничтожны по сравнению с мощью взрослого хищника. Джунгли, которые еще секунду назад были безмятежной колыбелью, в одно мгновение превращаются в сцену первобытной паники и жестокого насилия. Гиена не задерживается ни на долю секунды. Она знает. Крик младенца — это сигнал тревоги для самых опасных существ в этом лесу. Не выпуская брыкающуюся добычу из пасти, хищник разворачивается и тащит свою жертву глубже во тьму леса. Она продирается сквозь колючий кустарник, ловко огибает скользкие корни баньянов, движимая инстинктом самосохранения и безжалостной, холодной решимостью выжить любой ценой. Спустя всего несколько мгновений, которые кажутся вечностью, на поляну возвращаются родители. Сильвербэк, чьи шаги обычно тяжелы и размеренны, врывается на прогалину. Его первобытные инстинкты мгновенно кричат об опасности. Он еще не видит, но уже чувствует, что произошло нечто непоправимое. Воздух пропитан незнакомым, мускусным запахом хищника и кислым запахом страха их детеныша. Отец оглядывается. Поляна растоптана. Любимый инжир малыша раздавлен в кашу. На влажной почве отчетливо видны глубокие борозды, следы когтей и волочения, уходящие в непроглядную чащу. Примятая трава словно кричит о случившейся здесь борьбе. Мать гориллы издает короткий, вопросительный звук. Ответа нет. Она бросается к месту, где играл ее сын, обнюхивает землю, и ее зов превращается в пронзительный, срывающийся крик, полный невыносимой боли и животного страха. Паника мгновенно перерастает в экстренную мобилизацию. Серебристо-спинный вожак выпрямляется во весь свой исполинский рост, более 2 метров литых мышц и чистой ярости. Он бьет себя кулаками в широкую грудь, издавая звук, похожий на барабанный бой, а затем открывает пасть и издает оглушительный, громоподобный рев. Этот звук, полный ярости и угрозы, сотрясает кроны деревьев, заставляя стаи птиц с криком подниматься в небо за километры от этого места. Он объявляет войну. Вместе, движимые единым порывом, родители бросаются в безжалостную погоню. Они не идут. Они прорубаются сквозь плотную растительность. Могучие руки Сильвербэка ломают толстые ветви, как сухие спички. Мать следует за ним по пятам, сканируя каждую тень, каждую шелохнувшуюся травинку, выслеживая малейший след похитителя. Но лес кажется бесконечным, равнодушным к их горе-лабиринтам. Каждая упущенная секунда безжалостно увеличивает расстояние между ними и их истекающим кровью ребенком. Глубоко в самом сердце джунглей, там, где сумерки царят даже днем, пятнистая гиена начинает сдавать. Ее легкие горят огнем, лапы заплетаются. Отдаленный рев теперь звучит не позади, он звучит повсюду, сотрясая сам воздух вокруг нее. Сильвербэк уже близко. Звук его голоса несет в себе непререкаемый авторитет, первобытную власть и абсолютное, неминуемое предупреждение о смерти. Впервые в своей жизни этот закаленный в боях хищник саванны колеблется. Страх сковывает ее движение. Она останавливается на крошечной каменистой прогалине, тяжело дыша. Ее бока ходят ходуном. И в это мгновение лес буквально взрывается на части.
Из стены плотных зарослей вырывается колоссальная фигура Сильвербека. Он влетает на поляну, ломая толстые стволы кустарников своей грудью. Он неудержим, ужасающий в своем гневе. Его клыки обнажены, мышцы перекатываются под черной кожей. Увидев этого воплощенного бога лесов, гиена мгновенно разжимает челюсти, роняя окровавленного младенца на землю. В ее зверином мозгу происходит мгновенная оценка ситуации. Она признает подавляющую, абсолютно превосходящую мощь, стоящую перед ней. Любая попытка защитить свою добычу или вступить в бой будет означать для нее немедленную смерть. Этот гигант способен разорвать ее пополам голыми руками. На несколько напряженных звенящих секунд разворачивается короткое, но невероятно интенсивное противостояние. Смертельный зрительный контакт, голый, отчаянный инстинкт выживания хищника против доминирующей, непреклонной силы и отцовской ярости. Сильвербек делает шаг вперед, силой ударяя кулаками о землю, выбивая из-под камней пыль. Побежденный еще до начала битвы, хищник трусливо поджимает хвост, пятится назад и растворяется в спасительных тенях леса, оставляя добычу. Как только угроза исчезает, на поляну вылетает мать. Не обращая внимания ни на что вокруг, она бросается к своему ребенку и с бесконечной дрожащей нежностью подхватывает раненого малыша на руки. Она прижимает его к своей груди, издавая тихие воркующие звуки. Он жив, он дышит. Крошечные ручки слабо дергаются и инстинктивно вцепляются в густую шерсть матери. На его плече видны глубокие порезы от зубов гиены. Шерсть слиплась от крови, но жизненно важные органы не задеты. Мать садится на землю, бережно осматривая раны, вылизывая их своим языком, пытаясь успокоить дрожащее тельце. Тем временем Сильвербек не расслабляется ни на секунду. Как настоящая живая скала, он стоит на страже перед своей семьей. Его тяжелый взгляд методично сканирует темный лес, пронзая каждую тень, каждое подозрительное сплетение лиан, чтобы убедиться, что хищник ушел навсегда и не планирует вернуться. Лишь когда напряжение спадает, он издает низкое успокаивающее урчание. День клонится к вечеру. Солнце начинает садиться, окрашивая верхушки деревьев в кроваво-красные тона. Семья медленно, плотным кольцом защиты отправляется в обратный путь сквозь джунгли к месту ночлега своей стаи. Мать крепко прижимает к себе спасенную жизнь, а отец замыкает шествие, готовый в любую секунду снова вступить в бой. Тропический лес постепенно успокаивается, восстанавливая свою привычную вечернюю симфонию. Начинают стрекотать цикады, вдали перекликаются ночные птицы. Джунгли возвращают себе тишину. Но эта тишина больше не кажется иллюзией мирной невинности, какой она была для малыша этим утром. Теперь это суровая, жесткая тишина выживания. Это вечное напоминание о том, что в дикой природе опасность является постоянным, невидимым спутником каждого живого существа, а сила, семья и защита — это абсолютное все.